Дорогие друзья, привет! Давайте разберем коридор затмений с 1 по 16 мая. Этот коридор является результатом плодотворной работы первых 4-5 месяцев года. Насколько работа была плодотворной, это, конечно, вопрос неоднозначный, но суть в том, что все процессы, буквально нагромождающиеся один на другой, выстраивающиеся достаточно сложную какую-то архитектуру непонятного характера, напряжения, проблем, и все это подходит к первой такой точке синхронизации массовой, коридору затмений с 1 по 16 мая, и здесь люди пойдут на те ключевые выборы, которые уже прям напрашивались последние несколько месяцев. То есть такое ощущение, что реальность, она примет какой-то уже понятный, проясненный образ за период этого коридора затмений. То есть, скажем так, это как станция депо. В нее входит множество разных путей, и какой-то хаос наблюдается, но из этого депо, из этого коридора затмений, по сути, выходит два пути только. Один, связанный с первым затмением 1 мая, это затмение связано с материально-денежным путем развития, с путем, связанным с технологиями, рационализацией материально-денежных отношений, и буквально звучит, что нужно навести порядок в деньгах, в материально-денежных программах, систематизировать и наладить отношения между людьми тоже на материально-денежном уровне. Затмение 1 мая очень циничное, рациональное и хладнокровное. Оно говорит о том, что отложим эмоции и взглянем на отношения между людьми только через цифры, через какой-то рациональный материально-денежный взгляд. И оно про карьеру, оно про амбиции, оно про желание обрести пространство, место и окружение, где материально-денежные амбиции могут расти и реализовать себя. Для многих затмение 1 мая проиграется, как я переезжаю в более крупный город. Я переезжаю в среду, где материально-денежный путь более вероятен. Затмение 1 мая связано с технологиями, с интернетом. Оно говорит о том, что я обучаюсь быстро, экстренно какой-то новой профессии, новым возможностям. Я двигаюсь в новый мир. Но затмение 1 мая – это про некий бездушный мир технологий, рационализации всего и вся, и рационализации отношений. Так что в затмении 1 мая каждый человек сам по себе, каждый как отдельный кусок реальности, не связанный с окружающими. У меня своя материальная реальность, независимость, самодостаточность, и я связан с другими только посредством каких-то знаете, как люди на удаленке. Об этом затмение 1 мая. Каждый сам по себе. Совершенно другая история, совершенно другая дорога и другой путь, и другая реализация у затмения 16 мая. То есть из всего хаоса событий, который происходил в первой половине 2022 года, этот коридор затмений, как станция депо, из которой выходят два пути. Один на материально-денежную реализацию, связанную с карьерой, а второй путь – затмение 16 мая. Это путь, где все живое, человеческое, инстинктивное обостряется до невероятных пределов. У людей буквально ослеплены глаза эмоциями. Они находятся в состоянии наваждения, они чувствуют свою инстинктивную живую природу так обостренно, как никогда. Затмение 16 мая – это, знаете, как вернуться в старую деревню, где, не знаю, помещичьи правила, где люди на грани каких-то сильных эмоциональных. То есть давайте тут я сделаю различие. Затмение 16 мая реально похоже на историю вернуться в деревню, где все живое, где отношения между... Люди общаются с природой, люди общаются, с животные есть вокруг, друг с другом они общаются на эмоциях, не посредством материально-денежных рационализаторских отношений, как заложено в затмении 1 мая. Давайте я так сделаю разделение. Затмение 16 мая для меня звучит как организация по реабилитации ветеранов Афганистана. Когда люди с ограниченными возможностями, зависимые друг от друга, но достаточно сильные эмоционально духом, в отношениях с которых очень важен человеческий фактор. Если затмение 1 мая – это союз программистов, команда программистов, каждый из которых работает удаленно в своей стране и в своем городе, и отношения между которыми
чисто на уровне материальных поощрений, чисто на уровне каких-то формальных моментов, где о чем договориться, о чем поговорить, это мир рационализаторский, материально-денежный. И второе затмение 16 мая, который люди объединены общей болью, общими сложностями, общими испытаниями, и их это склеивает, это делает из них единый организм. И затмение 16 мая это про то, что прочувствовать в себе инстинктивную, живую, местами животную природу, но одновременно почувствовать, что все мы часть живой природы. И тут нужно уточнять, что затмение 16 мая, оно идет по узлу прошлого. Это старый мир, это старая заезженная пластинка, это возвращение в старую деревню, это возвращение в старый коллектив. И затмение 16 мая звучит как, знаете, старая заезженная пластинка, но которую ты готов заслушивать просто сотни, 200, миллион раз. Она просто вот тебе по нервам и ездит, но ты не можешь отказаться выключить ее. Это наваждение эмоциональное, от которого ты не можешь отказаться. Это вот заезженная до дыр пластинка, но от которой у тебя невероятно просто вот какой-то мандраж в душе и ощущение того, что сердце замирает каждый раз, миллионный раз, когда ты слышишь эту эмоцию, эти переживания, и это невероятный эмоциональный накал внутренний. Хотя под узлом прошлого это изжитая пластинка, заезжена, она не переходит дальше никуда. Ощущение тупика, но и такой невероятный эмоциональный куража, от которого там дрожат руки, от которого просто сердце замирает. И в принципе сейчас, в апреле, когда еще затмение не началось, вы эти полярности чувствуете. Вы видите и вокруг себя, и в самом себе тенденции, которые связаны с затмением 1 мая, как желание рационализировать меркантильный взгляд на отношения людей друг с другом, рационализация всего и вся, где каждый сам по себе, где каждый в отделенном независимом ячейке. И это, знаете, как в Японии у них есть капсулы для сна. То есть есть отели, в которых вот расположены эти капсулы, ты приходишь туда, ложишься, и вот ты там один, сам по себе в этой капсуле спишь, ну там выходишь работать дальше в город, потом возвращаешься в эту капсулу. И вот это капсулирование, каждый сам по себе, это 1 мая. 16 мая это общага. Это где каждый лезет в твой собственный борщ, который ты варишь со своей ложкой и даже не спрашивает, и вытаскивает оттуда, не знаю, там лучший кусок мяса, и ты как бы догоняешь этого человека, даешь ему там подзатыльник, вы начинаете драться, вы эмоционально связаны, на следующий день вы вместе там гуляете уже по городу. Вот это ощущение того, что вы в едином котле каких-то эмоций, переживаний, и вас это связывает. Затмение 16 мая просто вот этой связанностью людей шокирует, насколько мы осознаем, что мы живем не в мире, где все по квантам отсчитано, как это в затмении 1 мая, где все посчитано. То есть затмение 1 мая это про глобальную цифровизацию, где у каждого свой пунктик, свой, не знаю, там все рассчитано до мелочей. Затмение 16 мая, все понимают, что все мы варимся в общем борще. И все мы эмоционально связаны. И это просто шокирующее откровение и шокирующие эмоции, и понимание того, что нельзя отделить одно. Ну, в общем, давайте сейчас разберем все 12 знаков. Я слишком увлекся этим большим вступлением. Надеюсь, с одной стороны, обрисовал вам эмоционально картину, как выглядят затмения. То есть одно дело такое программистское затмение 1 мая, а второе затмение вот этой общаги, либо сообщество там с ветеранов Афганистана или что-нибудь в этом духе. Второе затмение 16 мая. Совершенно разные психологические, ну, скажем так, картинки. И вы это чувствуете сейчас в апреле. Пару слов добавлю к тому, что энергии затмения 1 мая, они на словах будут полноценно озвучены с 22 по 24 апреля. То есть можно говорить о том, что уже с 22 по 24 вы полноценно, прям ясно будете понимать, о чем затмение 1 мая. Там будут озвучены все главные позиции развития, которые затмение 1 мая предложит. Далее по знакам я разберу, как на вас влияет вот это депо, вот этот коридор затмений, вот эта развилка жизненная, потому что в каком-то роде коридор затмений, он систематизирует и разведет людей, поставит их перед каким-то реально однозначным выбором.
идете вы в первую очередь по этому пути, после депо, по пути узла будущего, который идет 1 мая и связан с прогрессом, но меркантильным, рациональным, денежным прогрессом. Либо по второму пути, который связан с затмением 16 мая и который про невероятный глубокий эмоциональный резонанс с людьми и со всем живым вокруг. И с вступлениями давайте разбирать знаки зодиака. У меня просьба, обратите внимание на то, что на канале есть текстовые заметки, они доступны подписчикам. То есть это мой способ привлечь подписчиков, и я делаю дополнительные текстовые блоки. Если вы подписаны, то у вас в ленте YouTube будут отображаться эти дополнительные заметки, там по часам какие-то вещи рассмотрены, ну прям внутри дня. Там конкретно ссылки указаны на знаки зодиака и на разные события, так чтобы не нужно было листать, искать по видео, а просто откликнуть и сразу прослушать нужный вам сегмент видео. Надеюсь, найдете это полезным, и надеюсь, это будет достаточно мотивации, чтобы вы нажали эту кнопочку внизу. На этом со вступлением все. Давайте разбирать знаки зодиака. Давайте начнем с именинников, со знака Овен. Итак, коридор затмений, с одной стороны, это всегда выбор, это, возможно, ключевой выбор, который напрашивался всю первую половину 2022 года. И узел будущего, который включается в затмение 1 мая, Овны с ним уже соприкасались в последние числа февраля. Возможно, вы имели там уже зацепку на какую-то точку роста, на какой-то прорыв. Затмение 1 мая, связанное с технологиями, с движением в новое окружение, полноценно для Овнов, ну, скажем так, реализуется, когда ваша планета Марс в июле-в августе входит в эпицентр этого узла будущего. Поэтому те глобальные трансформации, изменения, окружение и выход в новое окружение, которые предусмотрены 1 мая, вы ощутите в себе, ну, как потенциал реализоваться в этом направлении глобально в июле, в августе только. Здесь же затмение 1 мая только обрисует для Овнов движение к каким-то новым целям и задачам. Но весь май для Овнов и весь коридор для Овнов более содержательным и более важным, принципиальным является второе затмение 16 мая. Именно это затмение в Скорпионе, связанное с узлом прошлого, связанное с необходимостью причастности к какому-то старому окружению, старому коллективу, который привязывает эмоциями, страстями к сильным переживаниям. И для Овнов затмение 16 мая сейчас именно в рамках этого мая играет более важное значение раза в 2-3, нежели затмение 1 числа. Поэтому сейчас в рамках предстоящего мая Овны все еще находятся в очень сильном эмоциональном поле эмоций и узла прошлого, который сейчас находится в знаке Скорпион, и затмение, которое будет 16 числа. Поэтому оно для вас важнее. И в этом смысле затмение 16 мая, оно еще очень сильно связано с религиозной тематикой, с темой того, кто мне по душе, кто мне близок эмоционально, и необходимостью доделывать какие-то программы, имеющие очень сильную эмоциональную значимость в первую очередь. А материальные программы первого затмения, 1 мая, вы сейчас только, ну скажем так, увидите предпосылки, а полноценно в них погрузитесь только летом, в июле, в августе. Опять же, это для солнечных асцендентных. Если для асцендентных пару слов добавить, то затмение в Тельце, скорее всего, проходит в 1 доме. И эта тема отстоять свой вектор развития затмения 1 мая. А затмение 16 мая, скорее всего, произойдет у вас по 8 дому и связано с тем, что я являюсь частью какой-то большой инфраструктуры 16 мая, являюсь в это затмение частью какой-то большой среды, частью большой семьи, большого коллектива и являюсь некой принадлежностью к некому клану, которому еще нужно сослужить свое. Ну, то есть 8 дом говорит
о том, что я вовлечен в кризисные процессы, ну, например, своей большой организации или своей большой семьи, и первостепенное значение уделяю ей, ну, потому что затмение 16 мая для Овнов куда значимее. Ну и некий такой психологический кризис по 8-му дому, как некая трансформация ожидается. Для тельцов здесь нужно видеть, что затмение и в Тельце, и в Скорпионе, в принципе, оба достаточно важны. Фактически ваша жизнь отчетливо проявит эти обе полярности коридора затмений для вас. И если затмение 1 мая, оно звучит как «в моей жизни есть точки изменений, точки роста, точки выхода в какое-то новое окружение или в какие-то новые реалии», но все равно весь май держится понимание эмоциональной значимости какого-то старого круга людей, близости к эмоционально значимым, любимым людям. И вот эта эмоциональная, местами одержимая, чувственная, такая роковая эмоциональная составляющая, она в принципе ощутима и в конце апреля, и весь май, и максимализируется на затмении 16 мая. Поэтому коридор затмений сам по себе говорит о том, что 1 мая реализуй свои материально-денежные амбиции, но затмение 16 мая говорит о том, что не забывай, кто рядом с тобой, кому ты чувствуешь сильные чувства, эмоции, кому вот невероятное такое прикипание душевное присутствует. И да, затмение 1 мая для вас обозначит вектора прогресса, связанные лично с моими возможностями прогресса, то есть лично чего я хочу, звучит затмение 1 мая. В то время как затмение 16 звучит как кто те люди рядом с которыми, от которых я не готов отказаться, либо которые являются частью моей души, моей эмоциональной жизни и ностальгия, сильнейшая привязанность, буквально вот как некое такое наваждение. Все это характерно втором затмении. При этом, если говорить о прошлом, то ваша Венера, начиная с ноября прошлого года, уже находилась в энергиях материально-рационального развития. То есть затмение 18 ноября 2021 года, оно в принципе уже было в Тельце, и оно фактически обозначало для вас уже, куда мне двигаться самостоятельно дальше. Каков мой вектор самостоятельного развития, где я сам по себе или сама по себе. Потом в соприкосновении с энергиями узла будущего вы были еще очень плотно в конце февраля. Там тоже могла быть точка материального прогресса, связанная с моими личными возможностями денежными. Узел прошлого, символизирующий вот эту одержимость старым окружением, эмоциональную привязанность к старому окружению, необходимость ухаживать там за людьми из старшего поколения, вернуться в старую деревеньку, в старый любимый дом. Эта энергия могла ощущаться в последние числа апреля и будет максимализирована здесь, в затмении 16 мая. Между вот двумя этими векторами, по сути, проходит весь коридор затмений. Это было для солнечных асцендентных. Если пару слов для асцендентных, то затмение 1 мая, скорее всего, проходит у вас по 1 дому, либо по 12. Если 1 дом, то это тема «мне нужно отстоять свою самодостаточную жизнь и реальность, где я сам и сама по себе». Если в 12 доме, то это звучит как «оставьте мне все в покое», мне нужно какое-то свое пространство изоляции и отстранения от всех. Затмение 2 16 мая практически со 100% вероятностью пройдет у вас в 7 доме. Это тема такого наваждения в эмоциях. В принципе, энергии вот этого сильнейшего эмоционального потенциала привязанности и ностальгии, и чувств вы уже чувствуете весь апрель, особенно под конец апреля. И здесь 16 мая вот эта сила того, что есть близкие люди, которые для меня как наваждение, как просто вот такой
ураган эмоций, фонтан чувств, и я не могу это просто взять и отстраниться от этого. Я являюсь частью этого эмоционального пространства, которое я люблю, которое для меня от сердца важно. Об этом затмение 16 мая. Но оно идет по узлу прошлого, буквально говорит о том, что это возврат к старым чувствам, возврат к чему-то очень глубокому из прошлого, но словно бы не имеющего будущего развития, потому что развитие заложено в затмении 1 мая, которое говорит о том, что главное развитие 2022 года — это в обретении моей самодостаточности на материальном плане. Для близнецов коридор затмений 1 и 16 мая — это две отдельные реальности, каждая идущая своим путем. Ваша главная планета, она сфокусирована на первом материально-денежном затмении 1 мая. Соприкасайтесь с его энергиями вы уже с 22 по 24 апреля. Полноценно понимаете вектора материального прогресса. Нужно понимать, что в принципе энергии затмения узла будущего 1 мая, который говорит: стань частью материально-денежной реальности, материально-денежного мира, вас уже обучали этим программам. Это было первое затмение 18 ноября в Тельце, потом последние числа декабря, последние числа января и последние числа февраля. Каждый из этих участков в принципе мог уже подталкивать вас либо к освоению материальной профессии, либо к выстраиванию материально-денежных отношений с окружающими людьми, когда все разложено по таким финансовым полочкам, все по порядку, все чинно, все должно быть материализовано, в материальную плоскость выведено. И затмение 1 мая подчеркивает вот эту тенденцию: я двигаюсь в мир, в котором все имеет очерченную денежную конкретную природу и структуру. И опять же, повторюсь, с 22 по 24 апреля вы уже полноценно в объятиях узла будущего, то есть вам даже не нужно ждать затмения 1 мая, оно у вас начнет происходить уже с 22 по 24 апреля. Вторая энергия коридора затмений — это затмение 16 мая. Оно связано с наваждением чувств, оно связано с эмоциональной, чувственной, любовной, экспрессивной, вот буквально создающей туман переживаний в душе, в эмоциях, от которых просто распирает. Это затмение имеет сильную интуитивную природу, она связывает людей в единые узы, объединяя их под какой-то совместной программой. Возможно, затмение 16 мая вернет вас в старый рабочий коллектив, с которым вас связывает огромное количество эмоций. Возможно, затмение 16 мая вернет вас к партнерству, вокруг которого вертится просто сильное эмоциональное, счастливое либо болезненное переживание, но вот эта тема вернуться к глубокому эмоционально-чувственному потенциалу, заложенному в каком-то прошлом. Об этом затмение 16 мая. И для вас оно, скорее всего, будет носить профессиональную природу, то есть я возвращаюсь к какому-то эмоциональному коллективу. Энергии узла прошлого затмения 16 мая вы уже полноценно с ними коммуницировали около 20, 21, 22 марта. Там были эти вибрации, словно бы я на одной душевной эмоциональной волне и чувствую, слышу, развиваю интуицию, развиваю вот эту чувственную эмоциональную сторону своей жизни. И, возможно, во второй половине марта, когда Меркурий был в Рыбах, вы полноценно ощутили, каково это быть таким человеком обостренно чувствующим, эмоционально сопереживающим всему и всем в рамках марта. Здесь же затмение 16 мая вновь возвращает вас к этой сверхчувствительности. Но сразу уточню, для близнецов принципиально, кардинально и главным затмением в мае является первое затмение 1 мая. И другой особенностью, что в течение всего мая, всего коридора затмений, вы один из тех знаков, который может сохранять конкретность, четкость, ясность мысли и местами даже незамутненность эмоциями, которые поднимутся на поверхность у огромного количества людей к середине мая и которые будут обуревать именно большинство знаков в середине месяца. Вы можете остаться на позициях такого холодного, ясного, конструктивного, рационального взгляда на вещи. И это будет вас сильно выделять перед окружающими.
Для асцендентных близнецов добавлю то, что первое затмение проходит, скорее всего, ну не скорее всего, 100%, в 12 доме. Это вопросы миграции, вопросы изменения окружения на какой-то более такой материально устойчивый мир и поиски этого материально устойчивого мира, либо реализации, связанные с заграницей, с путешествиями, с какими-то тайными финансовыми делами и задачами. Второе затмение 16 мая проходит по 6 дому, это мой рабочий коллектив, возврат 16 мая к вопросам здоровья близких, бабушек, дедушек, необходимости вернуться к тем, с кем меня связывает общая ответственность и обязательства, например, там, достаточно хорошим примером является уход за старшими и необходимость, с одной стороны, сердечная привязанность к ним, а с другой стороны, необходимость служения тем людям, к которым у меня есть эта эмоциональная привязка, как тема затмения в Скорпионе по 6 дому. Для знака Рак. Оба затмения являются достаточно важными и принципиальными. Затмение 1 мая, связанное с материально-денежными отношениями, выстраиванием структуры бизнеса, выстраиванием структуры финансовой корпорации, в которой я работаю. То есть, во-первых, затмение 1 мая — это больше про профессию, это больше про то, что в моей команде рабочей, в моем рабочем пространстве назревают глобальные обновления. Эти обновления связаны с технологиями, с интернетом, с работой на удаленке, с работой в новых каких-то обстоятельствах, возможно, переездом офиса, возможно, переездом даже рабочего коллектива в другую страну или что-нибудь в этом духе. То есть тема, то, что обновляется мой рабочий мир и люди, с которыми я сотрудничаю, взаимодействую, работаю, с которыми вместе мы имеем материальные программы развития, именно там происходит главный прорыв в затмении 1 мая. Опять же, узел будущего, который раскрывается 1 мая, он достаточно явственно в словах себя проявит с 22 по 24 апреля, то есть вы будете уже понимать, о чем затмение 1 мая, уже 22-23 апреля. Другой особенностью, что узел будущего уже включался 18 ноября 2021 года и включался в конце февраля 2022 года, буквально предлагая сделать рывок в рамках моего профессионального призвания на какой-то новый уровень. Но нужно понимать еще, что затмение 1 мая, толкает вас скорее через других людей, словно бы мои партнеры, мои бизнес-сотрудники моего офиса или люди, с которыми я делаю бизнес, именно они вас в первую очередь тащат в эту новую прогрессивную реальность, в новое окружение, а вы в каком-то роде как паровозиком за ними двигаетесь. Второе затмение 16 мая имеет невероятную значимость эмоционального характера. Затмение 16 мая говорит о том, что есть люди, обстоятельства, есть старый мир, который мне сердцу настолько дорог, что я понимаю, что нет ничего лучше. Это как у хоббитов. У них есть в начале «Властелина колец» показывается такая картинка важного эмоционального мира, в котором всем уютно. Но мир на эпохе перемен, мир фактически в каком-то процессе трансформации. И тема важного, близкого, эмоционального мира, который я не готов просто отрезать от себя, отпустить его, которому я очень сильно сопереживаю, это люди старшего поколения, это люди старшего какого-то мировоззрения, люди из деревень, может быть, желание вернуться в свою старую деревеньку, вернуться к какому-то простому образу жизни, а-ля деревенскому, вернуться в какие-то старые реалии не прогрессивного характера, а в которых людей связывает нечто эмоциональное. Об этом второе затмение 16 мая. И для вас, для раков, как людей изначально эмоционально чувствительных, оно может оказаться значительно важнее. То есть если 1 мая это затмение, где бизнес-партнеры просто тащат меня в новое окружение, потому что там проще заниматься бизнесом, там в новом городе, например, удобнее организовать рабочий процесс, то затмение 16 мая говорит о том, что нет, я хочу быть с теми, кто мне сердцу важнее, близок и эмоционально значимее. И затмение 16 мая, оно во многом про людей, про человеческий ресурс, потенциал и возможности.
про тех, кому я сочувствую, сопереживаю, кому я хочу помогать и поддерживать. И в этом смысле затмение 16 мая, оно намного более идет от сердца, оно намного более идет от эмоций. Я делаю то, что мои эмоции мне диктуют. Так буквально звучит второе затмение. Это было для асцендентных, для солнечных, для асцендентных. Затмение в Тельце 1 мая проходит в 11 доме. Это моя команда программистов, моя команда технологичных людей, с которыми вместе мы выстраиваем успех. Второе затмение 16 мая, скорее всего, проходит в 5 доме, либо в 6. Если в 5, то это наваждение страстей, романтики и чувств, от которых у меня просто вот местами в голове все кружится, и вообще голова лишает способности рационально думать, потому что эти страсти заполняют меня целиком. Эта эмоциональная пристрастность, чувственность, она, с одной стороны, по 5 дому может восприниматься как игровая площадка для вот просто, чтобы побуянить чувствами. А с другой стороны, эмоции, они просто сумасшедшего характера. И там затмение 16 мая Марс с Нептуном в 10 доме соединяются. Это как понимание того, что я реализую какую-то свою эмоциональную миссию, нахожу вдохновение в работе, которая, с одной стороны, носит такой творческий характер по 5 дому, а с другой стороны, характер обретения какой-то высокой миссии, местами где-то даже похожей на религиозную миссию. Вот такой смысл высокого порядка может быть связан с затмением 16 мая. Для львов оба затмения важны, оба, как все вещи важны, значимы, но есть вещи значимее. Изначально затмение 1 мая, оно соединяет вас с окружением, которое настроено на прорыв технологичный, на прорыв через оборудование и новые технологии, на прорыв в каких-то возможностях перемещения там офиса или работы. Здесь, в принципе, под конец апреля и в начале мая рядом с вами могут быть люди, которые вас буквально провоцируют на резкую трансформацию образа жизни. И, возможно, есть близкий человек, с которым вас связывают общие профессиональные интересы и возможность сделать рывок в профессиональном ключе. Поэтому личное и профессиональное, оно здесь может завязаться в единое устремление к лучшему материальному миру и к лучшему материальному доходу. И вы можете сделать прогресс на затмении 1 мая, буквально вырвавшись в мир более серьезных, высоких финансовых показателей. И при этом это может быть в объединении с близким человеком, который тоже заинтересован в этом материальном прогрессе и росте. Но второе затмение 16 мая, оно звучит ровно обратным образом. Оно говорит о том, что деньги не главное. Важно родство, важно понятие клана, семьи и людей, объединившихся. И затмение 16 мая возвращает вас или пытается вернуть в какой-то старый мир, где людей связывает вот кровные узы, связывает какое-то эмоциональное единство, какое-то братство. И затмение 16 мая о том, что я не могу игнорировать свои эмоции к близким, к значимым, которые остались, не знаю, где-то там в деревне, где-то там в глуши. Вот эта тема важного, наполненного близостью мира, эмоционально значимых и очень сильных эмоций, но мира, который где-то остался в прошлом и в который я могу вернуться. Об этом звучит затмение 16 мая. При этом вот эту сильнейшую эмоциональную вовлеченность, в ощущение того, что меня просто размазывает от этих эмоций, когда я с ними сталкиваюсь, те, которые пойдут 16 мая, вы, в принципе, с ними уже столкнулись в середине марта. У вас могло быть ощущение того, что вот вы просто в сопли, в эмоции, в чувства и сами себя собрать не можете от какого-то эмоционального сильного фактора, который вас просто вот как-то дезориентирует и лишает даже какой-то способности действовать. Вы просто загипнотизированы сильным эмоциональным полем, которое вот могло быть в середине марта и которое здесь будет 16 мая. Поэтому местами затмение 16 мая можно воспринимать как лев, загипнотизированный вот удавами, я не знаю, там из сказки Маугли, где там был такой большой гигантский питон, по-моему. В общем, здесь есть своеобразная
энергия гипноза, связанная с близкими людьми, перед которыми вы, или перед той стихийной силой чувств, эмоций, которые вы чувствуете себя местами даже беспомощными вокруг 16 мая. Поэтому, если 1 мая – это холодное, рациональное, ментальное решение о значимых материально-денежных точках прогресса, то 16 мая возвращает вас к живой и местами животной природе, чувствовать, быть в инстинктах, быть в эмоциях и быть в окружении, которое подвержено этим сильным эмоциям. Для кого что окажется важнее, тот выбор и будет сделан. Это была информация для солнечных асцендентных. Если для асцендентных затмение 1 мая проходит в 10-м доме, почти 100%, это будет связано с тем, что я обретаю важный прогресс в карьере через изменение окружения, через изменение карьерных обстоятельств. Второе затмение 16 мая, скорее всего, произойдет в 4-м либо в 5-м доме. Это трансформация моего старого дома, это возврат к делам недвижимости, к делам старой недвижимости, к привязанности к своему дому, клану и необходимость дорешивать там какие-то дела, задачи. И если это 5-й дом, то это возврат к делам ребенка, к каким-то старым программам эмоциональной привязанности вокруг детей, которые всплывают на поверхности, которые нужно решать. Ну и также 5-й дом — это, в принципе, тема развлечений, но затмение 16 мая создает тему наваждения вокруг любовной связи, которая может восприниматься как развлечение, а по факту просто вся вас вот буквально трансформирует и изменит внутри. То есть это возврат к очень глубокой эмоциональной чувственности, вроде бы развлекательного характера, но по факту воспринимаемой как наваждение, от которого просто вот в душе ураган всего происходит. В один момент просто и счастье, и слезы, и привязанность, и боль, и ощущение возвращения, то есть и надежды, и все это вот в невероятном таком коме эмоций. Для дев коридор затмений с 1 по 16 мая. Девы – один из тех ключевых знаков, которые могут сохранять ясность ума через весь коридор затмений и быть для окружающих критерием правильности решений, ориентированных на будущее. То есть ваши мозги, они будут на высоте. При этом соприкоснуться с энергиями затмения 1 мая вы уже сможете с 22 по 24 апреля. Вы уже будете полноценно понимать, какого рода трансформацию готовит мир и где ваше место в этой трансформации. То есть с 22 по 24 апреля вы уже прям понимаете, где главная точка прогресса этого года и куда нужно стремиться. При этом ваша энергия, она уже была в контакте с энергиями узла будущего в последние числа декабря, потом в конце января, потом, по-моему, середина февраля и конец февраля. Ну, в любом случае, вы, как бы наблюдая за происходящим сейчас в мире, очень легко за последние месяцы уже нащупали, где главные точки изменений, какое окружение, какие обстоятельства должны быть изменены для того, чтобы материальный уровень, финансовый уровень стал более успешен и чтобы вы стали материально более уверенными. И затмение 1 мая – это про дополнительный бонус и прогресс именно в материальном пути. При этом для этого прогресса используются технологии, используются инновации, какие-то новые методы, которые буквально нужно обучаться, стремиться осваивать. В то время как второе затмение, оно чисто про эмоции. Затмение 16 мая говорит о том, что я не могу покинуть этих людей, я не могу расстаться, у меня некое наваждение чувств относительно какой-то старой привязанности, старой любви или людей старшего поколения, к которым я привязан. Все, что является символом старого эмоционально значимого мира, просто всплывает на поверхность 16 мая, и вы понимаете, что вы не можете отказаться от этого. Это как наваждение, вы просто одержимы чувствами, эмоциями, и в принципе в апреле, вы уже и в марте, и в апреле вы чувствуете эту эмоциональную волну состояний, которая местами просто застилает глаза, и ваше сердце, оно живет в очень таком обостренном, чувствительном, чувственном
и чувствующим все вокруг переживаний – это энергия узла прошлого. И вот они максимализируются 15 мая. И в этом выборе между рациональным, материальным, денежным будущим и сильными чувственными, стихийными эмоциями узла прошлого 16 мая, по сути, проходит ваш путь. Все это было сказано для солнечных асцендентных. Для асцендентных пару слов добавлю. Первое затмение, скорее всего, 1 мая проходит в 9 доме, связанным с движением за границу, осваиванием иностранных возможностей, иностранной культуры, либо сотрудничество с иностранными компаниями. И также это может быть обучение, высшее образование, которое позволяет вам высокий уровень свободы на международном уровне своей реализации. Если оно проходит в 8 доме, тоже не исключено, тогда это тема увлечения финансовыми рынками. Если говорить о втором затмении, 16 мая, происходит оно, скорее всего, в 3 доме и связано с братьями и сестрами, с моим кланом, с моей семьей, которые для меня крайнюю эмоциональную важность имеют и от которых я не готов так просто отказываться. И также это может быть, в принципе, темой 3 дома автомобилей, и понимание того, что мне надо там расстаться со своей там крошкой, автомобилем, и вот какое-то такое сильное, эмоциональное, вроде бы непонятное, поднявшееся переживание на тему 3 дома, как такой автомобильной тематики, или необходимость отказаться от автомобильной тематики в каком-то виде своей деятельности и одновременно сильная привязанность к этому. Но, скорее всего, конечно же, это затмение 16 мая про людей, и про человеческий фактор, и про семью, про братьев, сестер, с которыми у меня вот кровное родство. И, опять же, Марс с Нептуном в 7 доме говорят о сильной эмоциональной завязке в отношениях на затмение 16. Для знака Весы здесь, в принципе, история следующая. Затмение 1 мая материально-рационально-денежную природу носит и говорит о том, что нам нужно иметь фундамент твердый, материально-денежный под ногами. И ваша планета Венера, она уже находилась в земном рациональном знаке весь ноябрь, декабрь, январь, февраль. И это означает, что у вас была уже 4-месячная программа, когда вы становитесь хладнокровными, бесчувственными, одержимыми решением материального плана задач, когда нужно выстроить какую-то материальную систему устойчивости в своей жизни. И затмение 1 мая подталкивает вас к тому, что мне нужно выстроить вот эти устойчивые, базисные какие-то точки. При этом это происходит все в мире, в котором сейчас все неустойчиво. И в этом смысле вы можете испытывать массу стресса от необходимости пытаться найти устойчивость там, где ее очень мало. Но затмение 1 мая отвечает на этот вопрос, говоря о том, что главные точки устойчивости сейчас связаны с планетой технологий, с планетой Уран, которая отвечает за возможность быстрого обучения, освоения каких-то новых навыков, освоения новых профессий, работой на удаленке, работой независимо от страны, в которой вы находитесь, работой в каком-то технологичном ключе. Поэтому отчасти стабильность этого года и материальный ресурс, который несет затмение 1 мая, обретается через освоение каких-то новых технологичных направлений, которые могут вам помочь. Но сразу уточню, что для весов намного значимее, раза в 2, все равно является второе затмение 16 мая, которое связано с узлом прошлого и старым миром, как некой такой уютной, не знаю, деревенским окружением, где люди живут в живом пространстве, где есть ощущение, прям наполнение какой-то связью с людьми, животными, природой. То есть затмение 16 мая – это остаться в мире, который отстал вроде бы от развития, но который живой, эмоциональный, проживаемый, где все полно чувств, полно переживаний, страстей, эмоций.
И местами это будет восприниматься как такая дикая, безудержная какая-то эмоциональная волна переживаний, которая как наваждение. Затмение 16 мая, оно реально лишает из-за эмоций сильных рассудка. Но с другой стороны, там все кажется живым, все буквально вот кишит энергиями, бурлит энергиями. И здесь зависит от того, какие приоритеты вы имеете. Если вы человек холодного, рационального рассудка, то, скорее всего, затмение 1 мая для вас будет важно с профессиональной точки зрения. Но если вы человек, даже не профессиональный, по сути, затмение 1 мая выбирает деньги как главный критерий развития успеха и технологий. И на этом сфокусирована его сила. Затмение 16 мая говорит о том, что я хочу жить в среде чувствующей, живой, бурлящей, кипящей страстями, эмоциями, переживаниями. И оно про живых людей, которые вот в своих страстях, но оно про старый мир, который вот где-то на окраине, который где-то на отшибе, словно бы отставший от всей прогрессивной реальности. Поэтому 1 мая прогрессивная реальность, 16 мая старый уютный мир, разваливающийся, но эмоционально очень родной, вызывающий прям невероятное чувство наваждения. В принципе, обе эти полярности вы чувствуете прекрасно под конец апреля и понимаете, о чем здесь говорю. Просто коридор затмений предъявляет вам прям выбор, как 2 таблетки. Ты в какую реальность? Часто затмения категоризируют. Коридор затмений буквально требует выбора одной из реальностей, как первичной. Вторая достраивается уже по остаточному принципу. Все это было сказано для асцендентных и солнечных весов. Для асцендентных первое затмение в Тельце, скорее всего, проходит в 8 либо в 7 доме. Если это 8 дом, это то, что 1 мая я пытаюсь разбираться в финансовых рынках, пытаюсь разбираться в финансовых технологиях, учусь им. Необходимо мне разобраться с какими-то ставками там, финансирования, кредитования, с какими-то денежными крупными системами, там, вот, научиться работать. Может быть и банками, может быть там вопросы кредитов. Если это 7 дом, то это финансово-материально-денежное партнерство, которое меня обеспечивает. То есть это может быть история того, что затмение 1 мая предлагает мне материально-денежный союз, в котором я обретаю определенную устойчивость. И то, что деньги имеются там как некая гарантия. Второе затмение 16 мая, скорее всего, происходит во 2 либо в 3 доме. Если это 2 дом, то затмение 16 мая говорит, я имею свой собственный доход, свою собственную самостоятельность и независимость. Хотя затмение, связанное с узлом прошлым, буквально означает, что я вынужденно возвращаюсь к каким-то методам своего дохода, которыми я занималась в прошлом или занимался в прошлом, и которые имеют скорпионовский характер, например, там, психология. Если это 3 дом, что есть небольшая вероятность, это может быть история старого автомобиля или братьев-сестер, с которыми меня объединяет затмение 16 мая. Для скорпионов это ключевая точка разрешения противоречий первой половины 22-го. Возможно, здесь вот то самое депо, после которого поезда как бы отправляются уже в определившихся направлениях. То есть коридор затмений является точкой принятия ключевого какого-то финального решения, каким путем я дальше развиваюсь. И если с января по май там могла быть история, что я как-то на развилке, может быть не туда, а может быть не сюда, и ощущение того, что мир имеет некую еще недооформленность, то коридор затмений буквально расставляет уже все на какие-то свои финальные позиции. Поэтому он придаст категоричности к неопределенностям, которые присутствовали до этого. Итак, затмение 1 мая – это затмение, где я следую за материально-денежным партнером, который нацелен на изменение окружения во благо изменения материального состояния. Словно бы мое партнерство, мои отношения, люди рядом буквально говорят о том, что если хочешь иметь материальный новый мир, то нужно двигаться тем путем. Поэтому затмение 1 мая вы являетесь местами в чем-то ведомым. Вы следуете за какими-то материальными планами, амбициями или устремлениями близких людей.
Ну, не обязательно близких, на самом деле это может быть даже начальство, которое ставит планы, что нам нужно всем офисом переехать в другой город или нам нужно как-то релокация, то есть нам нужна какая-то трансформация окружения, которая вот буквально звучит на словах от ваших партнеров. При этом энергии затмения, которые говорят о том, что нужно выстроить новый материально-денежный мир, новые материально-денежные отношения, вы уже сталкивались 18 ноября 2021 года. Там было первое затмение в Тельце. И потом эти энергии еще очень сильно звучали в конце февраля. Там тоже буквально мир давил на то, что двигайся в новом направлении, там, освой новую профессию или сделай рывок в новый мир. То есть тебе нужно вырваться из старой реальности. И есть партнеры, люди, обстоятельства, которые прям обрисовывают эту новую реальность. И здесь 1 мая вы полноценно сталкиваетесь, что мир прям разворачивает ее перед вами, как некую дорогу желтого кирпича, что вот двигайся туда. При этом слова об этом затмении 1 мая вы уже полноценно услышите с 22 по 24 апреля, там будут озвучены все главные планы, куда затмение 1 мая ведет. Второе затмение 16 мая является местами даже более содержательным и важным для вас, потому что оно говорит, что есть люди, обстоятельства, места, к которым я испытываю просто невыразимую привязанность. Это буквально все мое сердце, вся моя душа принадлежит какому-то старому миру, который представлен затмением 16 мая. Я испытываю такой объем чувств, такое наваждение, такое просто вот... Это все мое нутро, это все мое живое. И в этом смысле это такая прям полярность. 1 мая двигайся в материальные программы за амбициозным партнером, а затмение 16 мая – это вот, не знаю, там, мой родной курятник, который я не брошу никогда. Я его вот, я им живу. Несмотря на то, что это реально может восприниматься как старое разваливающееся пространство, но оно настолько наполнено эмоциональным, сильным, глубоким содержимым, от которого просто вот, не знаю, сердце кричит, вопиет как радостью, так и болью, что нет, не отдам мое. И между двумя этими реалиями существует некий ваш выбор. Если вы выбираете затмение 16 мая и остаетесь в сильном эмоциональном возбуждении, наваждении, но оно близкое сердцу, но там чувствуется стагнация. Оно вроде как заезженная пластинка любимой песни, от которой я нахожусь в постоянном экстазе и восторге, и которую я готов переслушивать бесконечно, просто крутя на повторе. И затмение 16 мая, оно вот о том, что есть вещи, которые я бесконечно кайфую от них. И я понимаю, что в них нет развития, как заезженные пластинки, но она настолько меня вштыривает, что она хоть 100 раз, хоть 200, хоть миллион раз повторится, я все равно в экстазе от этой музыки, от этой песни, от этой эмоции, которая здесь идет. И в принципе вы эту волну эмоционального наваждения чувствуете и весь март, и весь апрель, и просто здесь к коридору затмения это становится принципиальной точкой развилки. Что для вас первичнее? Для асцендентных скорпионов здесь важно понимать, что затмение 1 мая, скорее всего, проходит по 6 либо 7 дому. Если что 6, то это рабочие финансовые дела. Если это 7 дом, то это тема вот этого материального партнера, о котором я говорил, следуя за которым мы движемся к новому материальному прогрессу. Второе затмение 16 мая – это в 1 доме, практически 100%. И это означает, что 16 мая я чувствую родство с глубинной сущностью себя, своими привязанностями, своим старым миром, своим старым образом жизни. Но это затмение по узлу прошлого, поэтому оно звучит как словно бы я прощаюсь с этим старым миром. И словно бы этот старый мир на какой-то стадии завершения. Но я его люблю настолько, что буду с ним до конца, как капитан корабля на тонущем судне. И даже если оно тонет, я его не покину. Я покину его самым последним. Для стрельцов. Для стрельцов здесь необычная история, связано с тем, что затмение 1 мая, оно как обычно, затмение 1 мая, как и для всех знаков, как и в общих интерпретациях, оно связано с материально-денежным миром, который мы выбираем как точку прогресса, связано с технологиями, связано с интернетом и связано с возможностью прогрессировать в освоении какой-то новой денежной специальности, профессии.
Так бы звучало затмение 1 мая. Может быть, какое-то финансовое увлечение. Затмение 1 мая еще очень интересно тем, что рядом есть много людей, которые вас готовы ввести в какие-то новые реалии, в новые программы, обучить чему-то новому. Такие люди очень вероятно появятся уже с 22 по 24 апреля, а затмение 1 мая, оно просто вот скажет, что вот он, новый мир прогрессивного материального характера. Хочешь ли ты туда учиться, обучаться и развиваться? Но все это чисто от ума, не то что от ума, все это чисто про материальное благополучие. И про обучение, и про работу с материально-денежными, там, финансовыми системами, либо в материально-финансовом каком-то секторе. И очень важно понимать, что затмение 1 мая, оно у вас проходит в значительной степени через партнерство. То есть если рядом есть люди, интересующиеся материально-денежным прогрессом и трансформацией материально-денежного благосостояния, именно через них вы слышите эти идеи, именно через них вы передвигаетесь в этом материальном пути. То есть буквально в конце апреля может появиться человек, который толдычит об одном и том же. Нам нужно вот научиться работать, не знаю, там, вот с этой банковской системой, или с акциями, или нам нужно переехать в другой город, или нам нужно в другую страну. То есть человек буквально будет одержим вот какой-то идеей трансформации окружения. И, возможно, через этого человека происходит затмение 1 мая как некая точка прогресса в материальном. Но есть второе затмение 16 мая, и оно для вас куда важнее и значительнее по степени важности, прям раза в 2-3. Затмение 16 мая, во-первых, оно про то, что есть вещи, которые для меня эмоционально более содержимые, значимые, близкие и родные, и которые я не готов бросать. То есть затмение 16 мая о том, что все мы являемся частью какого-то мира, к которому мы привыкли, и который нам эмоциональнее, уютнее, и в котором как под одеялком все хорошо. И вот это состояние ленности, я хочу остаться в старом мире, где эмоционально живо, где люди ну вот как живые, как человеки, потому что затмение 1 мая, оно немножко как роботы. Затмение 1 мая, оно как работа на удаленке, то есть такой там нет сплетения сердец. А вот затмение 16 мая, оно говорит о том, что я хочу остаться в мире, где люди в живом эмоциональном контакте друг с другом. И, честно, для меня вот этот живой эмоциональный контакт, он для вас важнее в течение всего коридора затмений, так что вы можете даже пропустить какие-то вот эти разговоры партнеров о том, что давай там устроимся на новую работу, давай там переедем в новый город, которые будут звучать под мотивом первого затмения 1 мая. Другой главной и удивительной вот особенностью, которая не как у всех знаков, то, что 16 мая ваша планета Юпитер уже находится в знаке Овен. Она переходит там еще 11 мая, но вот это ощущение того, что я проснулся к жизни, будет характерно на всю вторую половину мая, особенно 25-26 мая. Но здесь уже в затмении 16 мая вы прям ощутите, что я проснулся или проснулась к какой-то своей самодостаточности, к своей личной силе. Я возвращаюсь к вере в жизнь, в свою личную реальность. Потому что пока Юпитер был в рыбах с января по середину мая, вы были как окуклившаяся гусеничка. То есть я вот где-то в своих снах, в своей Нарнии, вот где-то сплю по 10 часов. 90% стрельцов отзывались на тему того, что да, есть вот эта сонливость, эмоциональная ленность, ощущение того, что я в каком-то мире снов. Вы в царстве рыб, в царстве вот этого сновидческого, эмоционального, ленивого пространства знака рыбы. Ваш Юпитер в рыбах с января по середину мая. Но в середине мая ровно уже в затмении вы находитесь уже, ваша планета Юпитер находится в знаке Овна, в знаке пробужденного к действию. И это пробуждение, скорее всего, вы отчетливо прям ощутите себе на 17 мая, когда прям энергия, прям вот я проснулся к жизни. Поэтому может быть такой момент, что 1 мая какие-то там бизнес-планы, партнеры предлагают куда-то там двигаться, 16 мая какой-то вот психоз вокруг, все в эмоциях, все хотят, все чувствуют важность какого-то старого эмоционально значимого мира. А 17 мая я буквально просыпаюсь с озарением и с ощущением того, что
живем, во мне проснулась жизнь, и я вот словно бы выпал из этого сна, окуклившейся гусенички, в котором находился вот первые 5 месяцев. Есть, конечно, процентов, наверное, 20, 10, 20, 30 стрельцов, которые были в энергетически активной стадии в первой половине 2022 года, но большая часть стрельцов, я предполагаю, все-таки чувствует себя этой гусеничкой. То здесь, в середине мая, как раз гусеничка начинает выползать, бабочка уже начинает выползать из нашего окуклившейся. Все это было для асцендентных и солнечных. Если для асцендентных стрельцов добавить, то первое затмение в Тельце проходит, скорее всего, в 5-м либо в 4-м доме. Если это 5-й дом, то это мое какое-то технологичное хобби, либо какое-то важное событие, связанное с детьми. Если это 4-й дом, то это изменения, связанные с недвижимостью, которые я осмеливаюсь предпринять в своей жизни. Второе затмение 16 мая проходит, скорее всего, в 11 либо 12 доме. Если это 11 дом, то это старые друзья, с которыми меня прям сердце связывает прямо намертво. Не могу отказаться от них. Люблю, не могу, значимы они мне. Если это 12 дом, то это тема магии, мистерии, тема какой-то психологической трансформации, реально увлечение чем-то магическим на затмении 16 мая. Или какой-то прям взрыв магических событий. Для козерогов. Первое затмение в начале мая – это про выстраивание материально-денежного мира, в котором есть точки прогресса. При этом, если ваша планета находилась в очень сложном выборе, противоречий, большом количестве валящихся проблем в начале апреля, и могло быть ощущение того, что первая половина года, она как испытание. Меня жизнь раздергивает в разные стороны, в какой-то момент просто хочется психануть и лечь полежать или устроиться в какой-нибудь профилакторий, чтобы просто выдохнуть, потому что невозможно, кстати, не дают такой возможности, скорее всего, отдохнуть, то коридор затмений с 1 по 16 мая вносит какую-то принципиальную ясность и ощущение того, что завершается моя череда метаний, словно бы жизнь начинает обретать более ясный, принципиальный характер, словно бы проясняются многие обстоятельства, которые меня мучили, дергали и доводили до бешенства в марте или в начале апреля. И затмение 1 мая, оно о том, что куда важно двигаться, чтобы быть в материально-денежном, стабильном, устойчивом, прогрессивном состоянии. То есть оно про прогрессивный материально-денежный мир и, соответственно, про карьеру, про работу. Оно достаточно хорошо ускоряет эти процессы и дает понимание того, что для того, чтобы эффективно работать, нам нужно выйти и работать вот с этими программами, нам нужно освоить вот это направление, нам нужно разобраться вот с этими задачами. И здесь достаточно легко, быстро, прогрессивно это решается. То есть, возможно, то, что не доходили руки сделать до 1 мая, здесь, не до 1 мая, до середины апреля, здесь во второй половине апреля и в начале мая буквально резко мы начинаем набирать обороты и доделывать, и вот это чувство прогресса, которое связано с затмением 1 мая, оно прям дает ощущение, что быстро-быстро вот это доделали, быстро-быстро вот это освоили. И прям ощущение того, что мы семимильными шагами двигаемся в освоении каких-то новых инструментов материально-денежного характера. При этом это связано с технологиями и интернетом, в первую очередь. Второе затмение 16 мая, оно про эмоциональную значимость, привязанность и местами чувства наваждения к старому, к чему-то, что является символом старой картины мира. То есть 16 мая, затмение идет под влиянием узла прошлого, оно говорит о том, что старый мир имеет невероятную эмоциональную значимость, невероятную сплоченность, невероятную солидарность и единство. То есть если новый мир, представленный 1 мая, он состоит из фрагментированных, изолированных людей, сообществ, где каждый сам за себя, каждый живет по своей индивидуальной концепции, и каждый отстаивает свой материальный путь, и местами это воспринимается как такое холодное безразличие, где каждый друг к другу относится как робот. Просто материально-денежные отношения. Так звучит затмение
1 мая. У нас было затмение в Тельце 18 мая. Оно тоже могло звучать как рационализация и материальный взгляд на отношения между людьми. 18 мая очень хорошо затмение идет под разные судебные процессы, где нужно там развестись, где нужно имущество разделить. И здесь затмение 1 мая также говорит о том, что человек человеку материальный интерес. И оно говорит о том, что живого между людьми оно особо не предполагает. Человек человеку бизнесмен. Так звучит затмение 1 мая. Второе затмение 16-го, оно звучит, что все мы люди взаимозависимые, чувствующие, переживающие друг друга. И затмение 16 мая, оно психологически очень сильно давит на всех. Оно... Ну, это знаете, как есть ситуации, где мотивируют людей деньгами, это 1 мая, и есть ситуации, где мотивируют людей психологическим эмоциональным стрессом, это затмение 16 мая. То есть там намного сильнее включены вот эти человеческие механизмы психики, где все варятся в одном эмоциональном котле, где все переживают, где все чувствуют. И тем не менее, затмение 16 мая, оно под узлом прошлого. Это отмирающий мир, это исчерпывающийся мир, и он имеет колоссальную эмоциональную значимость, и механизмы управления вот именно как человеческим фактором. Давайте я вот сделаю разделение. Знаете, например, большая разница управлять или быть администратором и управленцем для коллектива программистов – это 1 мая, где каждый работает на удаленке, и человеческого фактора как такового нету. Есть фактор финансового поощрения. И совершенно другой пример, когда ты, например, работаешь в организации с отставными военными, которые, например, как это называется, ну, какой-то фонд ветеранов там, Афганистана, например, где люди с неполноценными возможностями, ну, например, у кого-то нет руки, у кого-то нет ноги, и вы обеспечиваете их работой, и у вас сильнейший человеческий фактор, сильнейшая солидарность, потому что есть клан, есть общая вот эта поддержка, чувство поля, или вы работаете со спортсменами, которые сами по себе люди не мозга, а люди с какими-то сильными эмоциональными, силовыми характеристиками. И вот затмение 16 мая о том, чтобы работать вот в фонде там, ветеранов Афганистана. Это вообще другое, это человеческий сильнейший фактор и необходимость иметь с ним дело. Просто это два совершенно разных вида бизнеса. И я для козерогов очень часто акцентирую, что бизнес-реализация для них важнее. Ну, потому что сам по себе козерог – это самый основной знак ответственных, серьезных людей. И козероги в своей жизни имеют сильную административную составляющую. Если вы козерог, который не занимается карьерой, тогда, скорее всего, ваш отец, родитель или кто-то из вашей семьи является сильной административной персоной. И солнце в козероге символизирует вашего отца, например, который там преуспел на должности. То есть, а ваш асцендент, например, может быть вообще в знаке рак. То есть вы мягкий человек, а солнце в козероге представляет какую-то сильную административную персону, либо сильную организацию, с которой вы работаете. То есть солнце в козероге вообще может вас не символизировать. Оно может символизировать вот какую-то сильную административную ответственную единицу рядом с вами в лице крупной организации или серьезного человека. Ну ладно, это нюансы. Если вы по асценденту козерог, тогда вы лично и являетесь вот этой сильной козерожьей силой в своей жизни. Тогда гарантированно вы выполняете роль козерога. Потому что если у вас солнце в козероге, то роль козерога выполнять в вашей жизни может что угодно. Может просто мачеха быть жесткая и выполнять эту роль козерога. Но если вы асцендентный козерог, опять же, внизу под видео есть ссылки, где рассказывается там, про асцендентных, про солнечных козерогов. Там все это подробно. А то я сейчас пытаюсь захватить тот участок, который рассказать о том, о чем здесь не надо говорить. В общем, если вам это интересно, вы найдете информацию в описании. А для асцендентных козерогов первое затмение 1 мая происходит, скорее всего, в 3-м доме. Это вопросы обучения технологиям, обучения какому-то новым знаниям, обучения новым прогрессивным тенденциям этого мира. Если второе затмение рассматриваем, то оно, скорее всего, проходит у вас в 10-м доме. Это старый коллектив, например, работа с военными, работа с людьми старшего характера, которые старой закалки, старой ментальности, возможно, возвращение старого начальства.
Для водолеев коридор затмений с 1 по 16 мая. Глобально важнейшее, ключевое значение имеет первое. Майя затмение, которое оно связано с узлом будущего, и оно связано с вашей главной планетой Уран. Планетой технологий, планетой прогрессивного, ускоренного развития, обучения. И здесь это затмение, оно по сути говорит о том, что займись новыми прогрессивными тенденциями, которые сейчас происходят в мире. Будь на передовой, не тормози, освой новую специальность, новое оборудование, новые технологии. Оно также объединяет вас в связку с каким-то человеком, который мыслит материально-денежными категориями и способен тоже, возможно, обучить, либо настроить либо настроить вас на какой-то прогрессивный рывок в своей жизни, буквально выйти из одного окружения в другое. Одним из главнейших моментов будет лето, июль-август, когда ваша планета, она, Уран, войдет прям в окружение, наполненное такими же технологичными, оригинальными людьми, настроенными на обновление, готовыми к большой трансформации материального мира через обучение чему-то, через изменение там, оборудования, с которым вы работаете, через выстраивание какого-то нового мира и нового окружения вокруг себя. Ну, либо движением в это новое окружение. В общем, об этом всем затмение 1 мая и предстоящее лето, июль-август. Разговоры об этих трансформациях материального могут быть уже 21, 22, 23, 24 апреля. Первое затмение в Тельце было 18 ноября 2021. Там, возможно, уже была предпосылка, что я начинаю переводить свою реальность в материально-денежные отношения с людьми, то есть переводить ее в цифры. Также и затмение 1 мая, оно тоже об этом звучит. Давайте на все взглянем под таким цифровым взглядом, цифровизуем все и рационализируем все. Совершенно контрастным является второе затмение 16 мая, которое 16 мая говорит о том, что человеческий фактор никто не отменял, чувства, эмоции никто не отменял, переживания, сопереживание и обостренную чувствительность, ее не выкинешь из пространства. И в принципе с начала года вы могли столкнуться с тем, что у вас в душе в принципе может присутствовать такая обостренная сверхчувствительность. Это могло начаться уже в марте, в апреле, но сейчас затмение 16 мая, оно максимализирует вот эту эмоциональную бурю в душе. И затмение 16 мая о том, что я не могу быть только роботом, который рационализирует и видит жизнь сугубо материально, как это устанавливается в затмении 1 мая. Затмение 16 мая говорит о том, что ты живой человек с набором инстинктов, с набором эмоций, привязанностей, вот такой эмоциональной чувствительности. И с одной стороны, вы можете проиграть затмение 16 мая, как я вижу, окружающие беснуются вот в своих эмоциях, страстях, а я на это все отстраненно, хладнокровно и беспристрастно смотрю. Возможно, такая позиция. Но возможно позиция, когда приходит затмение 16 мая, и вы понимаете и чувствуете этот ураган чувств как своих личных чувств. И понимаете, что это волна состояний, переживаний, и вы не можете через нее переступить, она связана с важными ключевыми людьми. Она связана с ключевыми важными местами в вашей жизни, с пространствами, которые вызывают эти чувства. И, возможно, для вас будет некий выбор, пойти ли мне путем рационализаторства, путем затмения 1 мая, где я как человек технологий, но местами как такая машина для материальных достижений. Либо я пойду путем сочувствия, сопереживания и эмоциональной солидарности с какой-то группой близких людей под затмением 16 мая, местами отрицая тем самым прогресс. Ну, это, знаете, как остаться в деревне, игнорируя возможность переезда в город. То есть затмение 1 мая говорит, переезжай в реальности более прогрессивные, а затмение 16 мая останься в своей деревушке, где близкие, важные, эмоционально значимые, содержательные для тебя люди и обстоятельства. Единственное, я здесь могу вас успокоить. Затмение 16 мая, оно идет под узлом прошлого, поэтому это возвращение в старое эмоционально значимое пространство, где кипят эмоции, страсти, переживания 16 мая, оно временное. Этот мир умирающим является. И его умирание, с одной стороны, является символом важности, потому что, ну, как бы, надо на прощание его посетить.
А мир, который связан с материально-денежной реальностью 1 мая, он только набирает обороты, и его будет больше и больше. Поэтому вы в любом случае его реализуете. А вот второе затмение 16 мая – это как, не знаю, умирает старый ручной слон. Блин, дурацкая ассоциация, но в том смысле, что отмирает какая-то старая глобальная эмоциональная привязанность к какому-то старому миру. И она такой ностальгии накатывает до слез 16 мая. Слон, потому что это прям реально что-то большое, эмоционально значимое. А отмирает, потому что, ну, реально там узел прошлого 16 мая. Словно бы старый мир на каком-то издыхании или завершении. И надо вот уделить ему какое-то финальное внимание. Для асцендентных водолеев добавлю пару слов. Первое затмение 1 мая проходит во 2-м доме. Скорее всего, это тема «Я учусь быть финансово независимой от всех, от всего». Я выстраиваю свою систему материального благосостояния местами на отрицании участия других. Я сам, я сама. Я там программист, я могу выстроить свою материально-денежную реальность, установить в ней свои правила. Об этих своих материально-денежных правилах затмения 1 мая. Второе затмение 16 мая проходит либо в 8-м, либо в 9-м доме. Если это 9-й дом, то это затмение 16 мая, которое напоминает мне о духовных идеалах, о каких-то эмоциональных ценностях, о чем-то очень важном и эмоционально содержательном для меня. Также оно связано с путешествиями за границей, с иностранной культурой, 9-й дом, но как воспоминаниями об этом и ностальгией. Если это 8-й дом, то это принадлежность какой-то крупной организации или крупному клану, с которым вместе меня связывает финансовая судьба и необходимость решать дела 16 мая, связанные с ними. Также, в принципе, небольшая вероятность, что это может быть и 10-й дом, в зависимости от положения вашего асцендента. Тогда это тема возвращения к старой карьере, затмение 16 мая. Последний знак рыбы. Здесь у нас коридор затмений является достаточно наглядным с точки зрения того, что затмение 1 мая, оно больше звучит как позиции друзей, людей, вашего близкого человека, которые способны своими разговорами вытащить вас в какое-то новое окружение, новое пространство, ориентированное на материальный денежный мир, ориентированное на прогресс и обучение там, профессиям, специальностям. То есть словно бы есть рядом люди, есть рядом те, кто обеспокоены материальным благополучием и возможностью обрести его в нынешнем достаточно противоречивом, нестабильном материальном мире, но все-таки обрести какую-то материальную базу. И вот такие люди, одержимые материальным, они вас пытаются как бы вытащить и дать вам, возможно, какую-то новую профессию, новую специальность, новое направление развития. Но этот сюжет, он намного менее важен, нежели затмение 16 мая, которое является просто ураганом в душе, от которого нельзя отвертеться, от которого нельзя отвернуться. Словно бы уже начиная с марта ваша восприимчивость, сверхчувствительность, ваше все внутреннее пространство, оно живет и вибрирует чувствами, эмоциями, состояниями так, что вы местами чувствуете себя в наваждении. Словно бы ваш взгляд затуманен, ваше сознание, оно в каком-то сильном таком эмоциональном процессе сочувствия, сопереживания всему. И главное, здесь включен узел прошлого. Здесь включается ностальгия по чему-то недопережитому в прошлом, недопрожитому когда-то. И ощущение того, что мир наполнен эффектами дежавю, словно бы какая-то старая ситуация, что-то происходящее вокруг напоминает какую-то старую ситуацию, какое-то старое переживание, старую боль, или старую радость, или старое счастье, или вот эта ностальгия, она все плотнее окутывает пространство, в принципе, уже в марте, в апреле. И под конец апреля есть прям много красивых моментов в этой ностальгии, буквально обволакивающих состоянием счастья, о каких-то воспоминаниях прошлого, которые вот бередят сердце.
Но затмение 16 мая максимализирует эту сверхвосприимчивость, этот ураган стихийных чувств, который просто вот лишает рассудительности. И в этом возможен очень сильный творческий подъем, то есть вы становитесь человеком, буквально чувствующим все на грани какой-то экстремальной, вот эта экстремальная чувствительность, она просто возвращается к вам, но как ей распорядиться, ну, наверное, в творческом ключе можно. В любом случае, это сильнейший чувственный, чувствительный процесс вашей жизни, но это наваждение чувств иногда оно слепое. Но если вы творческий человек, вы в любом случае этими чувствами сможете воспользоваться, реализовать и воплотить их в свое дело. Если вы человек сугубо материально, рационально стоящий на жизни, тогда, ну, на таких позициях стоящий, тогда затмение 1 мая для вас будет важным. Но если вы человек живо, эмоционально реагирующий на все, то чувство ностальгии, пропитанное, в принципе, весь март-апрель, оно вернется максимальным таким уколом в сердце, в душу где-то 16 мая, когда вы поймете, что есть вещи, от которых вы не сможете как-то отвертеться, отказаться, чувства, эмоции, от которых, ну, вас просто вот переворачивает все внутри. Это вы прочувствуете по максимуму. Ну и, соответственно, если человек творческий, то вы найдете, где это применить. Другой особенностью является то, что Юпитер здесь переходит уже в знак Рыбы, в знак Овен, в момент второго затмения, и ощущение того, что вы перерождаетесь в каком-то новом ключе в это затмение 16 мая. Поэтому определенная такая личная трансформация вас точно здесь ждет. Все это было сказано для солнечных асцендентных рыб. Если пару слов для асцендентных, первое затмение в Тельце, скорее всего, во втором либо в первом доме. Если второй дом, то это я отстаиваю свою финансовую самодостаточность 1 мая и хочу выстроить систему финансовых взаимоотношений так, чтобы не зависеть. Второе затмение 16 мая, скорее всего, проходит по 8 дому и говорит о том, что я часть финансовой системы, связанной там с родственниками, с близкими, со своей компанией, в которой я работаю, и меня буквально вовлекает в некое служение общему эгрегору компании, то есть я служу компании, служу общему делу и финансово местами забываю о своей личной выгоде. То есть я часть чего-то более глобального и масштабного. И готов в этом смысле иногда жертвовать. Потому что затмение 2 мая, 1 мая под вторым домом, оно буквально говорит, я ни от чем жертвовать не буду, я отстаю свою независимость. Даже если затмение 1 мая в первом доме, это тоже я отстаю свою независимость. На этом все. Спасибо за внимание, буду ждать вашей обратной связи, впечатлений, насколько видео для вас проясняет происходящее в вашей жизни. Спасибо, до связи. Ну и подписывайтесь, если вам нравится.